На протяжении многих лет отношения Тэхёна и Чингука были предметом споров, теорий и незабываемых моментов, которые многие пытались игнорировать или отрицать. Но как насчет взглядов, жестов и слов, которые никак не хотят исчезнуть? Отношения Тэхёна и Чингука кажутся все более реальными, даже в моменты, когда некоторые упорно отрицают очевидное. И хотя кто-то может сказать «ничего нового нет», такие комментарии обычно отражают дискомфорт тех, кто предпочитает игнорировать то, что уже произошло. Потому что как бы они ни старались скрыть, стереть или преуменьшить эти моменты, всегда найдутся те из нас, кто будет помнить их, анализировать, самое главное – наслаждаться ими. Потому что в конце концов, каждая деталь имеет значение и становится частью истории, которую нельзя легко отрицать или забыть. Когда речь идет о моментах, которые на первый взгляд кажутся обычными и незначительными, достаточно присмотреться, чтобы понять, что за ними на самом деле скрывается более масштабная история. Так было 7 апреля 2023 года, когда после прямой трансляции Тэхёна и Чингука из дома Чингука всплыли детали, которые не остались незамеченными. Невозможно было не заметить небольшие, случайные жесты, которые сделали Тэкука еще более реальным для многих, укрепив уникальную связь, которая всегда была темой для разговоров. Особенно это касалось заявления Тэхёна о том, что он ведет прямую трансляцию дома, наслаждаясь напитком и думая об ММА. Это простое утверждение удивило многих фанатов, поскольку Тэхён не упомянул, что находится в доме Чингука, или указал конкретное место. Он назвал это место своим собственным. Еще более поразительной была его реакция сразу после этих слов. Тэхён поджал губы, словно сдерживая смех или желая взять свои слова обратно. Это заставило многих задуматься, была ли это случайность или слова просто вырвались сами собой, раскрыв больше, чем он предполагал. Этот момент, безусловно, вызвал недоумение, но также породил предположение о том, что он на самом деле пытался сказать. Однако больше всего фанатов удивил и вызвал множество домыслов тот факт, что Тэхён и Хобби, как сообщается, ждали свои такси домой. Эта деталь была странной, учитывая, что в Корее было уже около полуночи, судя по времени начала трансляции Тэхёна и Чингука, которые начались с разницы всего в 4 минуты. Между тем, в трансляции Тэхён и Чингук уже были удобно одеты в пижамы. Чингука даже видели стирающим нижнее белье, небольшая деталь, которая контрастировала с Хобби, который, похоже, был готов покинуть дом Чингука после того, как, предположительно, провел с ними день. Этот контраст вызвал дополнительные вопросы о динамике отношений и, казалось, указывал на то, что Тэхён действительно освоился. Когда Хобби объявил, что его такси прибыло и ему нужно уезжать, Тэхён, похоже, не стал проверять свой телефон, чтобы узнать, прибыло ли такси. Он просто заметил, что его такси, должно быть, тоже ждет, как будто предполагая, что оба такси приехали одновременно и скоординированно. Эта деталь не осталась незамеченной фанатами, которые сочли поведение Тэхёна чрезмерно небрежным, учитывая, что обычно люди проверяют, прибыл ли их транспорт. Такое поведение вызвало любопытство и предположение о том, действительно ли его ждало такси или же у него был какой-то другой, нераскрытый план. Даже когда Тэхён взял телефон в руки, пока Чингук говорил о стиральной машине и пропавшем нижнем белье, он, похоже, не следил за прибытием своего такси, хотя Хобби уже сказал, что оно уже у входа. Самым поразительным моментом стало то, как Тэхён подошел к телефону ведущего, делая вид, что проверяет уведомления, а затем быстро нашел этому предлог, чтобы уйти. Его небрежное поведение и манера держаться оставили множество вопросов у фанатов, которые начали гадать, действительно ли он ждал такси или за его небрежным поведением скрывалась другая причина. Это привело к предположениям, что Тэхён мог просто упомянуть такси как предлог, поскольку компания, возможно, не одобрила бы это полностью или не восприняла бы это с уверенностью, если бы они были только вдвоем перед камерой. Поэтому, чтобы закончить трансляцию и позволить Хобби уйти, не вызывая подозрений, Тэхён намекнул, что его такси тоже приехало. Однако его небрежное поведение и отсутствие интереса к проверке своего транспорта указывают на возможность того, что он не собирался уезжать в тот вечер, предполагая, что его присутствие в доме Чингука могло быть запланировано на более длительный период. Это делает момент одним из самых подозрительных и незабываемых, поскольку он показывает другую сторону их отношений и то, насколько реальной казалась их близость.
Затем, 10 апреля 2022 года, во время концерта BTS в Лас-Вегасе, произошел момент, который еще больше укрепил у многих ощущение, что отношения Тэкука становятся все более реальными и их становится все труднее скрывать. Пока Чимин разговаривал с Эумэ, Чингук кружил вокруг Тэхёна, который сидел, отдыхая, на полу. Чингук подошел к Намджуну, словно пытаясь отвлечь его или выиграть время, но в его поведении читалась нерешительность. Казалось, он обдумывал, стоит ли ему сделать то, о чем он явно думал, но колебался, заставляя людей гадать, что он на самом деле задумал. Когда он наконец набрался смелости подойти к Намджуну, чтобы привлечь его внимание, Чингук коснулся его плеча и, казалось, что-то прошептал ему на ухо. Этот момент был значимым, поскольку, похоже, Чингук не просто просил Намджуна о чем-то, но искал одобрения и поддержки лидера, чтобы не получить выговор, когда люди поймут, что он хочет сделать. После кивка, который, казалось, означал согласие, взаимодействие было коротким, но значимым. Легкого прикосновения к плечу было достаточно, чтобы Чингук поблагодарил и сделал несколько шагов назад, словно собираясь с духом. Когда Чингук вернулся к Тэхёну, который все еще сидел на полу и, казалось, не знал о задуманном плане, он медленно опустился на колени Тэхёна, удивив всех неожиданным действием. Счастливое выражение лица Чингука не осталось незамеченным, хотя на нем все еще чувствовалась легкая нервозность, когда фанаты отреагировали. Улыбка, которую он подарил своим поклонникам, была не просто выражением удовлетворения, а мощным, тонким заявлением. Он оставался в этом интимном положении несколько минут, позволяя их близости говорить самой за себя. Постепенно Чингук расслабился, словно это перед тысячами фанатов преодолело его самое большое препятствие. Уверенный в одобрении Намджуна и в собственных чувствах, его поведение ясно давало понять, такие действия не должны быть предметом спекуляций, а должны стать нормой. Наконец, поднявшись, он уверенно подошел к зрителям и неожиданным движением продемонстрировал гордость и вызов, заявление о своей свободе. Похожий момент наблюдался во время прямой трансляции Чингука 5 апреля 2022 года. Когда он сделал паузу, чтобы прочитать комментарии, голос, похожий на голос Тэхёна, тихонько напевал мелодию песни. Чингук тут же повернулся к источнику голоса с серьезным выражением лица, словно пытаясь передать сообщение без слов. Взгляд, казалось, был попыткой сказать Тэхёну, чтобы тот молчал, понимая, что они находятся в прямом эфире и любая мелочь может вызвать предположение. Момент был коротким, но его интенсивность не ускользнула от внимания зрителей. Чингук попытался снова сосредоточиться на комментариях, как ни в чем не бывало, но для внимательных это было достаточно, чтобы подтвердить подозрение, что они находятся в одной комнате. Даже когда трансляция близилась к концу, послышался шепот «до свидания», который, как многие посчитали, исходил от Тэхёна, поскольку губы Чингука не шевелились, когда раздался этот звук. Эта небольшая деталь вызвала дальнейшие споры. Некоторые посчитали это просто частью атмосферы, в то время как другие подчеркнули совпадение. Знакомый голос прозвучал именно в этот момент. В конечном итоге, подобные моменты допускают различные интерпретации. Но ясно одно, даже самые незначительные жесты часто создают более масштабную историю. Тэхён и Чингук всегда излучают искренность в своих взаимодействиях, качество, которое очаровывает поклонников и посылает мощный сигнал о том, что они не боятся показывать то, чего хотят, что чувствуют или ценят. Эта прозрачность кажется молчаливым вызовом нарративам, которые пытаются преуменьшить очевидное. Потому что иногда самые очевидные вещи не требуют сложных теорий или долгих объяснений. Некоторые вещи просто есть, видимо тем, кто внимательно присматривается, напоминая нам, что подлинность всегда находит выход. В конечном итоге, все сводится к тому, как мы выбираем это видеть. Некоторые предпочитают считать все это простым совпадением, другие – обычными случайными взаимодействиями, а третьи видят более глубокий смысл в каждом взгляде, улыбке и намеренно суженном расстоянии. Но одно неоспоримо – эти моменты произошли, запечатлены, засвидетельствованы и прочувствованы. Тэхён и Чингук, возможно, никогда не предлагали долгих объяснений тому, что видели люди. Они никогда не чувствовали необходимости опровергать каждое предположение или оправдывать каждую догадку.
И именно в этом заключается их сила. Потому что в тишине, в простых жестах, в сдавленном смехе или в небольших проявлениях смелости на сцене есть искренность, которая кажется такой настоящей. Их близость построена не на теории, а на моментах, которые возникают естественно. Из смелости, которая медленно растет. Из комфорта, который трудно подделать. И будь то дружба, любовь или просто связь, не поддающаяся словам, ясно одно – эта связь всегда находит способ проявиться. Возможно, не все согласятся. Возможно, всегда будут споры. Но история, сотканная из этих маленьких деталей, будет жить в памяти тех, кто был ее свидетелем. Потому что в конце концов, важнее всего не ярлыки, которые нам навешивают другие, а искренность, которая излучается без необходимости декларировать. И если мы можем чему-то научиться из всего этого, так это тому, что подлинность не нужно заставлять, чтобы ее распознать. Она просто должна присутствовать, ощущаться и со временем пониматься теми, кто действительно обращает на нее внимание. But if you don't